Если вы возьмете виноград, помнете его немножко в кастрюльке, закроете крышкой и поставите в теплое темное место, через несколько дней из вашей кастрюльки потянет винным запахом. И если вы откроете крышку, вы увидите, что поверхность бурды внутри покрылась пузырьками. Началось брожение. Дрожжи, эти микроскопические грибки, постоянно присутствующие как на самом винограде, так и просто в воздухе вокруг нас, колонизировали кастрюлю и начали активно потреблять сахара, содержащиеся в виноградном соке, и выделять углекислый газ и спирт. Поздравляю, вы сделали первый шаг в виноделии. Однажды я нечаянно сделала его в прикроватной тумбочке в палате пионерского лагеря. С другой стороны, если вы возьмете какое-нибудь зерно, потолчете его, зальете водой и поставите в ту же тумбочку, через несколько дней оттуда начнет нести подвалом, и, открыв крышку, вы увидите, что эта бурда не забродила, а просто заплесневела. Даже если вы туда предварительно заботливо бросите ложку дрожжей, чтобы стимулировать процесс, дрожжи не начнут размножаться на моченом дробленом зерне, не начнут выделять алкоголь и углекислый газ. И вы обнаружите, что в отличие от вина, нечаянно сделать пиво практически невозможно. И поэтому вопрос, как люди научились делать пиво, причем, по всей видимости, совершенно независимо в нескольких местах на земном шаре, этот вопрос до сих пор оживленно дискутируется среди специалистов. Хлеб и пиво были первыми настоящими биоинженерными проектами человечества. Изготовление дрожжевого хлеба и пива – это во многом схожие процессы, в которых участвует один и тот же вид дрожжей. Разница в результатах происходит от того, что в тесте для хлеба дрожжи живут тесно и впроголодь, и поэтому не выделяют так много спирта. Но если вы забудете хлебную закваску на несколько дней, из нее таки потянет спиртом. Хлеб – это твердое безалкогольное пиво, а пиво – это фактически жидкий хлеб. Пиво настолько питательно, что историки всерьез считают, что именно пиво дало строителям египетских пирамид силы возвести постройки, которые до сих пор некоторые люди считают произведениями инопланетян. Пиво – это один из древнейших алкогольных напитков. В мифах и легендах народов мира боги и герои варят и пьют пиво. Финский эпос Калевала посвящает больше строк происхождению пива и пивоварения, чем происхождению человечества. В скандинавской мифологии морской бог Игир и его жена Ран и их 9 дочерей варили пиво для богов. Игир делал это в гигантском котле, который принес ему Тор. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! В египетской мифологии жажда крови свирепой богини-львицы Сихмет была удовлетворена только тогда, когда ее обманом заставили выпить огромное количество красного пива, которое она приняла за кровь. Сихмет настолько опьянела, что совершенно присмирела. Пиво входило в ежедневный рацион египетских фараонов. В феврале 2021 года археологи обнаружили в Абидосе, в Египте, пивной завод возрастом 5000 лет. В древнем Шумере, это в Междуречье, задолго до Вавилона, имелась богиня пивоварения. Ее звали Нинкаси, и поэма в ее честь является самым первым письменным упоминанием о пивоварении. Поэме 3900 лет, и она содержит фактически рецепт для запоминания процедуры изготовления пива, что было очень полезно в обществе, где мало кто умел читать и писать клинописью.
И это только самый старый письменный источник, но пиво было изобретено гораздо раньше, и археологи периодически откапывают материальные его следы. Следы протопива были обнаружены на каменных ступах в пещере Ракифет в Израиле. Так их датируют 12 тысячелетием до нашей эры. Люди только-только начинали заниматься земледелием. Праздновали конец ледникового периода, как я понимаю. Так как же древним цивилизациям удавалось заквасить зерно, если я говорю, что это не так просто сделать? Давайте рассмотрим биографию зерна. Зерно – это зародыш будущего растения, упакованный внутри прочной капсулы, заполненной концентрированными питательными веществами. В отличие от растения, зерно может пережить самые страшные приключения, остаться без воды, пройти через пищеварительный тракт животных, замерзнуть на тысячи лет в вечной мерзлоте и ожить, когда наступят благоприятные условия. Питательные вещества в зерне содержатся в форме крахмала, длинных цепочек из молекул глюкозы. Крахмалы плохо усваиваются организмом. Крахмал – это такой склад энергии. Но чтобы энергию из него получить, его нужно сначала расщепить на отдельные усваиваемые сахара. Если просто жевать сухой рис, вы не наедитесь. Вы очень мало усвоите из него сахаров, хотя у нас во рту и содержатся ферменты в слюне, которые способны расщеплять крахмалы. И в зерне заранее заложены такие ферменты, но они находятся в нем в спящем виде, как космонавты в анабиозе летят к Альфе Центавре. А когда прилетят, когда семечко попадет во влажную среду, они проснутся и начнут разрезать крахмалы на сахара для питания зародыша, и зерно начнет прорастать. Так вот, пивные дрожжи не могут есть крахмал и не могут сами разложить его на сахара, поэтому на цельном зерне они не растут. Но вот когда зерно начинает прорастать, ферменты начинают в нем работать, в нем появляется доступный сахар. И такое пророщенное зерно, оно называется солод, уже может быть подвержено дрожжевому брожению. Из него и делается пиво. Солод заливают водой и варят. Получается довольно сладкая жидкость, сусло. Сусло отцеживают и оставляют бродить. Дрожжи поселяются на нем, потребляют сахар и выделяют спирт и углекислый газ. Пиво приобретает крепость и пузырьки. Проросший ячмень использовался как основной ингредиент для пива, но можно использовать или добавлять и другое зерно, пшеницу, например, или даже картофель, как это делали в Бразилии. Ячмень был главным, потому что он дешев, и в его зерне много ферментов, обеспечивающих дрожжи с сахарами. Но в Азии, к примеру, делали пиво из риса. Саке – это технически пиво, хоть его обычно и называют вином, но оно уже не из ягод делается, а из зерновых. С рисом, правда, были некоторые проблемы, он жутко крепкий, и в процессе участвуют еще другие дополнительные микроорганизмы, помогавшие расщеплять крахмал на сахара. А некоторые цивилизации островов Тихого океана и Южной Америки вообще использовали человеческую слюну. Как я уже сказала, у нас в слюне содержатся ферменты. И если пожевать зерно и выплюнуть потом в бродильный чан, то наша собственная амилаза начнет щепить крахмалы и делать их удобоваримыми для диких дрожжей. И можно получить алкогольный напиток, который технически все же не совсем пиво, потому что пиво по определению делается из соложенного пророщенного зерна. Пиво было настолько важным продуктом для древнейших цивилизаций, что была даже выдвинута теория, согласно которой манна небесная, которую Бог дал израильтянам, представляла собой древнейшее пиво, похожее на кашицу. Именно такую пиво-кашицу и обнаружили в пещере Ракифет.
Потому что похоже, что многие древние разновидности пива были не совсем жидкостями или содержались столько гуще, что пить их приходилось через соломинку. Ксенофонт, в его труде «Анабасис», 5 век до нашей эры, описывал пиво и культуру его потребления в одной из тогдашних армянских деревень. Внутри были хранилища пива, сделанного из ячменя в огромных чашах. Зерна ячменного солода плавали в напитке до самого края сосуда, и в них лежали соломинки из тростника. Когда вы испытывали жажду, вы должны были взять одну из них в рот и сосать через нее. Напиток был очень крепким и имел вкус, к которому нужно было привыкнуть, но любители считали его восхитительным. Вообще древнее пиво, пока его не начали энергично процеживать, представляло собой не слишком привлекательную мутную бурду. Перед варкой солод нужно высушить. Как правило, солод сушили на открытом огне, отчего он набирался запахом дыма, смешивался с золой и часто пригорал, окрашивая пиво во все цвета от рыжего до почти черного. В тех странах, где выращивали виноград, вино считалось более приличным и изысканным напитком, чем пиво. Оно также было крепче, потому что в виноградном соке больше сахара, и дрожжи могли работать, пока не нагнетали 10-12 градусов, после чего героически погибали в собственных выделениях. Пиво же было трудно сделать крепче 4-6 градусов. Так что в Древней Греции, как и после в Риме, предпочтение отдавалось вину, а пиво довольно рано начало ассоциироваться с варварскими германскими народами. Римляне называли свое пиво сервесия, от кельтского слова, обозначавшего пиво. И сейчас от этого корня происходит испанское название пива сервеса. Когда римские легионы начали победные марши по Центральной и Северной Европе, они обнаружили, что местные племена вовсю варят какие-то опьяняющие напитки из зерна с добавлением меда, фруктов и трав. Этот букет трав, в разных местах разный, назывался грюйт, и в него входили багульник, душица, шалфей, крапива, тимьян и прочее, что вокруг росло. Иногда травы грюйта могли даже вызывать галлюцинации, и вы начинали общаться с богами. Чего в пиве тогда не было совсем, так это хмеля. Внедрение хмеля произвело настоящую революцию как в пивоварении, так и во всей индустрии пива. Старорежимное пиво на травах очень быстро портилось. Поскольку пиво – это слабоалкогольный напиток, то спирта, содержащегося в нем, было абсолютно недостаточно, чтобы защитить его от попадания других интересных микросуществ из воздуха, которые тоже постоянно живут вокруг нас. К примеру, молочно-кислых бактерий, превращающих молоко в простоквашу, или уксусно-кислых бактерий, которые превращают спирт в уксусную кислоту, и прочих разновидностей плесени, грибков и бактерий, которые чудесно могли жить на пиве и доедать сахара, оставшиеся в нем после дрожжей. Строго говоря, пиво начинало портиться еще до того, как оно созревало. Дрожжи начинали вытесняться другими микроорганизмами. Они могли бы потенциально доработать сахара и увеличить крепость, но умирали раньше в неравной борьбе. Поэтому пиво хранилось не больше нескольких дней, что было очень обидно, пока в средние века эта проблема не была решена. Первые упоминания хмеля в пиве относятся к 8-9 веку. Немецкие монастырские пивовары, стараясь сделать пиво более здоровым напитком, начали добавлять в него разные лекарственные травы, включая хмель, уже известный своими полезными свойствами, вроде как он помогал при проблемах с пищеварением. И они обнаружили, что шишки хмеля, на самом деле это не шишки, а соцветия, добавленные в пиво, совершали прямо-таки чудеса.
Во-первых, хмель горький по своей сути, и он очень хорошо балансировал довольно-таки приторно-сладкий вкус тогдашнего пива. А во-вторых, в охмеленном пиве не росла никакая гадость. Это пиво не скисало и гораздо дольше хранилось. Безо всяких ледников, безо всяких герметичных бочек охмеленное пиво могло храниться месяцами, что означало, его можно было делать большими объемами и на продажу. До этого пиво варили дома для себя. Грюйт, состав этого букета трав для пива, был зачастую под копирайтом местных феодалов. Не в прямом смысле, конечно, но они налагали специальный налог на продажу грюйта, что делало его довольно дорогим. А до хмеля никому дела не было. И хмель стал чистым благословением для немецких монастырей и фламандских пивоварен. Мало того, что за него не нужно было платить своему лорду, он еще и предохранял пиво от порчи. А кроме того, убивая в сусле всяких микроскопических оппортунистов, хмель делал вкус пива гораздо более стабильным и предсказуемым. А значит, хмель превращал пиво в коммерческий продукт. Пиво стало можно экспортировать. Гамбург, Бремен, а за ними и Лондон становятся европейскими центрами пивоварения. Появляются гильдии пивоваров, выбиравшие себе святых покровителей. Некоторые города, как Гамбург, просто банят бесхмелевое пиво, чтобы не мешать развитию нового перспективного направления. Правительства начинают соображать, где деньги раздают, и устанавливать налоги на пиво и на хмель. С другой стороны, в костной Англии хмель приняли в штыки. Английский традиционный эль должен был делаться без этого немецкого новшества, а хмеленое пиво начали называть заимствованным немецким словом «beer». И это разделение эль без хмеля и пиво с хмелем сохранилось на островах вплоть до 17 века. Сейчас определение эля стало другим, и я расскажу об этом чуть позже. Между тем, пиво становится самым распространенным европейским напитком после воды. Его все еще часто презирают как нездоровый напиток, портящий желудок, вызывающий газы и способствующий ожирению. Тем не менее, благодаря хмелю и началу промышленного производства потребление пива растет. В 1516 году Вильгельм IV, герцог Баварии, принял Рейнхейстгебот – закон о чистоте. Возможно, старейший закон о качестве пищевых продуктов, согласно которому единственными разрешенными ингредиентами для пива являются вода, хмель и ячменный солод. А в 1553 году Альбрехт IV Баварский официально запретил варку пива с 23 апреля по 29 сентября, чтобы избежать порчи пива на летней жаре и снизить риск пожаров в городах. И этот запрет привел баварцев к еще одному великому изобретению, вызвавшему к жизни появление разновидности пива, доминирующей на сегодняшний день. Сейчас все пиво, как правило, разделяют на два основных типа – эли и лагеры. Хотя некоторые варианты не могут быть отнесены ни к одной из этих двух категорий. Эль отличается от лагера способом производства и вытекающими из него особенностями вкуса. Эль – это старый традиционный способ варки пива. Эли производятся с использованием дрожжей, которые бродят при температурах между 15 и 24 градусами Цельсия. То есть готовое сусло ставили для брожения в тепло. Дрожжи при этом брожении слипаются и образуют слой пены на поверхности, поэтому их называют дрожжами верхового брожения. При этих температурах дрожжи производят значительное количество эфиров, таких ароматических соединений спирта, имеющих специфический вкус и аромат, похожий на аромат фруктов или цветов. И в результате для элей характерен слегка фруктовый букет, напоминающий яблоко, грушу, ананас, банан, чернослив и тому подобное.
И это ценится в элях, это делает их интересными, своеобразными, сложными по вкусу. Популярным представителем эли является, к примеру, IPA – Indian Pale Ale. Он возник в XIX веке, когда заботливая Британская империя стала задумываться над тем, как можно доставить английское пиво своим служащим в колониальную Индию. Поскольку за 6 месяцев пути пиво в бочках на кораблях по теплой погоде гарантированно прокисало, то решением было добавить туда очень много хмеля и повысить градусность. Это ревизия. Подаем наше фирменное пиво. И так родился светлый эль для Индии, который потом начали называть индийским светлым элем. Его характеризует выраженная хмелевая горечь и довольно большая крепость. Для традиционного пива до 8, а у новых сортов и выше 10 градусов. IPA – это светлый эль, сделанный из светлого, то есть слабо обжаренного солода. Если ж солод поджаривать агрессивно и как попало, что происходило в XVIII веке на не самых гламурных пивоварнях, то подгоревший солод придавал пиву коричневый, иногда почти черный цвет. Изначально это было дефектом, потому что вместе с такой небрежной обжаркой пиво получало привкус дыма. Но среди портовых работников Лондона эти темные эли с характерным карамельно-копченым вкусом приобрели особую популярность. Их так и начали называть по названию портового грузчика – портер. Более крепкие портеры с большим содержанием алкоголя назывались стауты. Гиннес – блестящий пример сухого, очень темного стаута. В XIX веке он был крепче, чем сейчас. Но к концу века под давлением ирландских помещиков, пивших очень много пива холодными зимними вечерами, многие популярные сорта потеряли крепость. Зато был выделен сорт имперских стаутов с 8-9% алкоголя. Имперскими они назывались, потому что их готовили специально на экспорт в Российскую империю. Посередине между светлыми и угольно-черными находятся красные и янтарные эли. Ирландия особенно славилась своими ярко-рыжими элями, менее горькими, чем английские, с великолепной сливочной пеной – Irish Red Ale, Смидвикс, Мёрфис и прочие. Теперь перейдем к лагерам, которых сейчас выпускают в мире гораздо больше, чем элей. Когда Бавария перестала варить пиво летом, пиво осенней варки оставляли храниться в прохладных пещерах при отсутствии холодильников. И оказалось, что пиво там дозревает, выдерживается как вино. В игру вступает другой подвид дрожжей, которые сбраживаются при значительно более низких температурах от 8 до 10 градусов Цельсия. Эти дрожжи собираются на дне бродящего сусла и поэтому называются дрожжами низового брожения. Они работают медленнее и способны усваивать сложные сахара, декстрины, которые верховые дрожжи оставляют нетронутыми. Получается пиво, которое назвали лагером от немецкого слова «хранить». Лагеры созревают гораздо дольше, чем эли, и дрожжи успевают подъесть весь сахар. В результате пиво получается более сухим, и его вкус чище, без фруктовых примесей. При своем появлении лагеры вызвали большой энтузиазм, но Англия, как обычно, предпочла держаться традиций, и в результате лагеры стали более характерны для континента. Немецкие, голландские, бельгийские, чешские стили пива в большинстве своем лагеры. Голландский Хейникен и бельгийская Стелла Артуаз – их типичные представители. Самые хмелевые лагеры – это пилснеры. Они очень светлые, делаются из самого светлого солода, сухие, сильно газированные и горькие. Пилснеры названы по немецкому названию чешского города Плзень.
Большая часть классического чешского пива – это пилснер. Прозрачный, бодрящий, терпкий. Пилснер Уркели и прочие козелы. Лагеры в принципе могут быть и темными, но даже самый темный лагер, Шварцбиер, не будет таким жженым, как стаут. Это гарантирует лагер от дополнительных нежелательных нот, появляющихся при поджаривании солода. Они обаятельны в элях, но лагер должен быть чистым по вкусу, без всяких богемных нот фруктов и шоколада. Когда немецкие и чешские иммигранты привезли свои традиции пивоварения в Америку, они заменили ячмень на местную кукурузу. И появился американский лагерь с очень чистым и легким, или, как выражаются злопыхатели, водянистым вкусом. И этот стиль по факту сейчас самый продающийся в мире. Бадвайзер, Миллер, Корс и Буш. Все эти знаменитые лагеры Нового Света, которые англичане вообще не считают пивом. Хотя в Мексике европейский, бельгийский исторический лагерь адаптировали для лучшего восприятия в жарком климате и создали еще более легкие, почти не имеющие хмельного вкуса, Корону, Модело, Дос Экис и прочие мексиканское пиво, которые часто подают с ломтиком лайма на пляже. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Среди стилей пива, которые плохо вписываются в дихотомию эль-лагер, нужно отметить, во-первых, бельгийский ламбик, который ферментируется естественным образом с использованием диких дрожжей. В результате этого немного хаотичного процесса в пиве появляются кисломолочные бактерии, придающие пиву легкую кислинку. Затем отдельного упоминания заслуживает кёльш. Это уникальный гибридный стиль пива из Кёльна, который сначала бродит как эль с верховыми дрожжами, но в тепле, но потом он подвергается холодной лагеризации при 50 градусах. За это время из кёльша улетучиваются все лишние соединения и дображивают оставшиеся сахара. И в результате получается пиво с чистым вкусом, как у лагера, но с легкими фруктовыми нотками эля. Вообще-то кёльш, как шампанское, официально защищен и варится только в Кёльне. Но крафтовики делают свои версии кёльша по всему миру. Потому что крафтовое пиво, как правило, нестандартное и с выпендрежем. Сейчас мы, слава богу, находимся на излете моды на крафтовое пиво, а то несколько лет назад магазины просто утопали в малиновом, кокосовом, грейпфруктовом, банановом пиве. Все лучше, конечно, чем End of the History. Это было шотландское крафтовое пиво 55% крепости, разлитое в чучело белок. Я не шучу, погуглите. Но вы, даете. Было выпущено всего 12 бутылок, каждая продана по цене от 500 до 700 евро. И назовите в комментариях ваше любимое пиво, если я забыла его упомянуть. На прощание скажу пару слов о розливе и подаче пива, поскольку не все разливают пиво в грызунов. Поскольку пиво натурально газированное, то его очень долго не разливали по бутылкам. О проблемах бутилирования газированных напитков смотрите видео о шампанском. Пиво перевозили и продавали в бочках, и в пабах пиво разливали прямо из бочек по кружкам. Проблема была в том, что бочки не герметичные, и при допуске кислорода пиво продолжало портиться. Наконец, только в 20 веке был изобретен пивной кег. Специальная металлическая бочка, из которой пиво не просто сливается, а выталкивается давлением углекислого газа из подключенного к ней баллона. В результате пиво в кеге постоянно находится под шапкой углекислого газа и не вступает в контакт с кислородом. Иногда в кег нагнетают смесь СО2 с азотом,
И азот создает очень мелкие пузырьки, отчего пена становится как бы шелковой, плотной, сливочной. Ирландские эли, например, только так и разливают в приличных заведениях. И до 1980-х годов люди предпочитали пиво из кегов, потому что оно разливалось с азотом, и это создавало этот очаровательный эффект. Но потом компания Guinness разработала пивной виджет. Такой пластиковый шарик, который болтается внутри банки с пивом и содержит в себе азот. Когда вы открываете банку, давление внутри резко падает, и азот вырывается из виджета, наполняя пиво той самой нежной великолепной пеной, которую до этого создавали только кеги. Вот вам для сравнения, как ведет себя пиво, газированное углекислым газом и азотом. Углекислый газ дает крупные пузырьки и пышную, высокую, неуемную пену, которая быстро вырастает и быстро спадает. Азот же делает очень мелкие пузырьки, создающие более спокойную и невысокую пену, но она держится гораздо дольше. С тех пор представление о том, что баночное пиво всегда плохого качества, окончательно устаревает. Хотя, строго говоря, банки с самого начала были технологическим прорывом в хранении пива, и пиво в них хранилось ничуть не хуже, чем в стекле или бочках. При том, что демократичная публика все чаще пьет прямо из бутылок и банок, эстеты настаивают, что пиво нужно пить из правильной тары, кружки или стакана. На этом также настаивают такие люди, как я, которые не умеют пить из бутылки. В Оклахоме мы как-то зашли в солидный стейкхаус, шикарный такой ресторан, и нам там выдали пиво в бутылках. Я попросила стакан, официант искренне удивился. «Зачем?» «Потому что я леди», — ответила я, умолчав о том, что когда я пью из бутылки или из банки, у меня лично пиво пенится и выливается повсюду. В пабах, между прочим, если посетителю вручают бутылку, чтобы он сам налил себе пиво, стакан выдается мокрым, чтобы не допустить чрезмерного вспенивания. Так что лайфхак: если вы не хотите, чтобы пиво убегало из кружки, смочите ее стенки водой. На сегодня у меня все. Еще раз напоминаю, что я публикую свои видео в YouTube, Boosty и Patreon. И если вы сейчас смотрите на какой-то другой платформе, это пиратская копия. Не поддерживайте пиратов и требуйте отстоя пены. Желаю вам без эксцессов отпраздновать День Святого Патрика в ближайший понедельник. Здоровья вам и до скорых встреч!